А ты еще сегодня такая бледная. Да, что-то, видимо, сотрясение. Я вчера вечером, когда по улице шла, ко мне мужчина подошел, импозантный такой, с тростью, во фраке. Спросил, как пройти в библиотеку. А больше ничего не помню. Дальше проснулась дома, ну и на самом деле ничего, кроме 2 странных штук на шее не болит. Каких штук? Вот этих. Слушай, я тебя расстрою, это не сотрясение. Да? Аллергия? Угу, аллергия. На осину, чеснок и солнечный свет. Ты это к чему? Бла-бла-бла. Ой. А вот как раз к этому. Ты становишься вампиром. А, тогда фигурка прям к месту. На вот. А я пойду эту дрянь тональником замажу. Всем привет! С вами Аристократ и Ларри. А это наша рубрика о фигурках, в которой мы рассказываем вам про классные фигурки от разных производителей. И сегодня в нашем выпуске фигурка компании Cool Model Toys вампир из серии Monster File. Ранее мы уже делали обзор другой фигурки из этой же линейки, оборотня. Эта фигурка является очередным творением скульптора с непроизносимым именем. Размер 30 сантиметров, в масштабе 1:6. Вышла фигурка в декабре 2016 года и стоила на момент релиза $250. А у нас к тому же еще и лимитная версия для азиатского рынка с дополнительной деталью, о которой мы расскажем вам позже. А сейчас, по традиции, коробка бла-бла-бла. Ой. Я никогда не говорил бла-бла-бла. Фигурка имеет довольно большую коробку из очень плотного картона. Крышка, помимо своей прямой функции, также выполняет роль фона. Она крепится к коробке с помощью 2 магнитов на боковых сторонах. На лицевой стороне и по бокам крышки фоном присутствует арт с вампиром в монстроподобном образе, склонившимся над своей жертвой. На переднем плане название фигурки, ее порядковый номер в линейке, который дублируется на всех сторонах коробки, масштаб и логотипы компании. На обороте все стандартно, предупреждение, логотипы, сайты. Помимо основной коробки, в которой непосредственно лежала фигурка, была еще и дополнительная, но не путайте ее с шиппинговой. Эта коробка выполнена из обычного упаковочного коричневого картона, но дублирует на себя монохромом все надписи, логотипы и даже арт с базовой коробки, которая уже непосредственно в нее вкладывалась. Что, давай открывать. Помимо шиппинговой коробки, фигурка опять же имеет еще одну коробку, оформленную, на которой надписи гласят, что это вампир. Было бы странно, если бы они гласили, что это не вампир. Вот. Внутри мы видим еще одну коробку, бережно упакованную в полиэтилен. Давай вот так. Давай, чтобы мне голову не срезала. Выпадаешь из общей картины. Так, подожди. О. Так. Тянем, потянем. Бла-бла-бла. Ой. Вот. Так. Тяжелая. Да. Собственно, внутри у нас есть еще одна коробка с пломбами. Нет, подожди, да? Нам снова нужен нож. Обойдешься, давай зубами открыть. Давай я ногтями. Магнитная крышка. Магнитная крышка. Давай, она умеет делать так же, как вы. Та-т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 а. Ой, Я, магнитная кажется, крышка. оторвала. А, это магнитная крышка, которая является еще и фоном. Ой, не, так не видно. Вот так. Крутяк. Поставим магнитный фон. Так. Конечно. Берем. Чем ты убрал? Картонная вставочка, которая может являться также плакатиком небольшим. Первый этаж. Многоэтажный вампир. Собственно, непосредственно фигурка вампира. Руки, ноги. Смотри, какое удобное пальто. С проветриванием. Это для Да, это штучка для крылышек. крыльев. Пальто с проветриванием. Чужой. Вампирчик.
чужой. Подробнее вы увидите на крупных планах. Так. И, собственно говоря, лапки. Вот рука, вот нога, вот чужой, Вот голова. вот голова, пакетики. Пакетики. Ну, это дополнительные детали здесь. Рука, пеги. Это же пеги. Да. Ну, какие-то переходники для, ну, видимо, очевидно, для И пакетки верхней. шмот какой-то. Все, Второй с этаж. первым этажом мы разобрались. Все этажи проложены прикольными Артами. картонными Да. артами, да. Ставочками с артами. Тут подставка. И вот он элемент дополнительный, который шел только для азиатского рынка. Да, собственно говоря, это мертвая женщина в луже крови. А! Как он весело улыбается. Смотря то, что упал. Лицом вниз. И Штуки, ну это тут диорамы. еще диорама, пьедестальчик, да. Тут еще что-то. А, это железячка. Нет, это трость. Трость, прикинь, она металлическая. Она прям реально металлическая, слышите? Головушка-то деревянная. Палочка волшебная. О, Это же третий пакетики, этаж. чтобы... Да, третий этаж. Третий этаж. И на третьем этаже у нас... Что нам не хватает? Конечно же, это крылья. Они просто огромные. Это, видимо, крепление. Держать штативки. Что-то крылья прям, не знаю, его к потолку, наверное, подвешивать можно. Мне кажется, одно крыло, слушайте, реально грамм 100, наверное. На самом деле, вся фигурка весила порядка 5,5 килограмм, поэтому Ну тут подставка тоже тяжелая. все, больше у нас ничего нет. Вкусно. Кстати, отсутствует комикс. С вампиром был еще комикс, и была такая небольшая картонная вставочка. Здесь они, видимо, решили, что не нужно. Ну что, крупные планы? Что-то ты совсем плохо выглядишь. Наш вампир представлен в двух ипостасях. Импозантный граф во фраке с начищенными до блеска туфлями, аккуратно уложенной шевелюрой и длинной винтажной тростью. И жуткий клыкастый вурдалак с мордой гигантской летучей мыши, клоками шерсти на голове и конечностях, оборванной одежде и длинными мерзкими когтями. Эксклюзивным аксессуаром идет фигурка мертвой обнаженной девушки, наполовину лежащей на ступенях подставки, а наполовину утопающей в луже собственной крови. Зрелище довольно криповое. Подставка заслуживает отдельной похвалы. Она выполнена в виде пьедестала, в основание которого вмурованы человеческие черепа, а поверхность местами забрызгана и покрыта пятнами свежей крови. Также на подставку ставится небольшой постамент с отверстием по центру, куда, скорее всего, сливают кровь жертвы, с какой целью непонятно. Немного подробнее о фигурке. Точки артикуляции имеют неплохую подвижность. Пеги без труда заменяются при помощи нагрева феном. Силуэт качественный. В комплекте к человеческой версии идут 5 сменных кистей разной степени сомкнутости. К версии вурдалака на замену идут брюки в оборванном варианте, так как брюки от человеческой вы просто не натянете на лапище монстра. Если у вас есть дополнительный силуэт масштаба 1/6, вы с легкостью соберете обе версии, но с крыльями получится сделать только одного из них. Ну, во-первых, потому что крыла всего 2, и специальный карман только у жилетки и фрака. Крылья вообще самая тяжелая и самая грандиозная часть фигурки. У них прорисована и вылеплена каждая жилка и сустав. Они прекрасно покрашены и выглядят очень внушительно. Но, конечно, в варианте с крыльями фигурка становится больше и шире, и, скорее всего, займет приличное количество места на полке. И вес тоже играет роль, так как вся конструкция весит порядка 3 килограмм.
Ну, а на сегодня это все. Ставьте лайк видео, не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить дальнейшие выпуски. Рассказывайте о нас своим друзьям, а мы и дальше будем радовать вас гигантскими фигурками. Пока! Что-то мне нехорошо. Эй, что с тобой?